Мира сидела на краю кровати, держа в руках обрезанные пряди своих волос. Они пахли домом, тем, которого больше не существовало. Перед ней стоял Артем, все еще сжимая ножницы. «Теперь ты поняла, кто здесь главный», — произнес он холодно, бросил ножницы на стол и вышел из комнаты. В наступившей тишине Мира посмотрела в зеркало. На нее смотрела чужая женщина, короткие, неровно обрезанные волосы, заплаканные глаза, пустой взгляд. «Это не я», — прошептала она. Но именно эта женщина должна была решить, сдаться или начать жить заново. Она молча собрала вещи, документы, немного денег, старую фотографию с матерью. Когда за ней закрылась дверь, город встретил ее холодным ветром. Мира шла без цели, но впервые за долгое время могла дышать свободно. Через несколько часов она оказалась на автовокзале. «Любой ближайший рейс», — сказала она кассиру. Через час она уже была в чужом городе. Сняла дешевую комнату у пожилой женщины с добрым лицом и запахом свежего хлеба. «Отдыхай, доченька», — сказала хозяйка, наливая ей горячего чаю. Наутро Мира вышла искать работу. На двери маленького салона красоты висело объявление: «Требуется помощница мастера». «Опыт есть?» — спросила владелица, женщина лет 40 по имени Рута. «Немного», — ответила Мира. «Начнешь с мойки. Посмотрим, как пойдет». Так началась ее новая жизнь. Каждый день она мыла волосы женщинам, слушала их истории, видела их улыбки и слезы. Постепенно к ней возвращалось чувство уверенности, движения становились мягче, взгляд спокойнее. Ножницы, когда-то символ унижения, стали для нее символом силы. Она снова училась верить в себя, в людей, в жизнь. Однажды в кресле сидела молодая девушка с красными от слез глазами. «Он сказал, что без него я никто», — прошептала она. Мира замерла. Эти слова когда-то принадлежали ей самой. «Хочешь начать заново?» — тихо спросила она. Девушка кивнула. Мира взяла ножницы. Первый срез прозвучал, как освобождение. Со временем люди стали говорить о мастере, которая стрижет боль. Женщины приходили не только за новой прической, они приходили отпустить прошлое. Каждая стрижка превращалась в маленький ритуал свободы. Прошел год. Мира открыла собственный салон и назвала его «Новое дыхание». Под этой вывеской она помогала другим пройти путь, который когда-то прошла сама. «Я хочу изменить жизнь», — сказала однажды клиентка. «Тогда начнем с волос», — ответила Мира с мягкой улыбкой. Когда за окном пошел дождь, она взглянула на свое отражение, короткая стрижка, уверенный взгляд, легкая улыбка. Все, что когда-то было разрушено, стало началом новой истории, потому что волосы отрастают, а вместе с ними отрастает вера в себя. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.